Друзья, привет! Как можно понять, мы тут, хоть и почта банк, но мы на почте. Просто на почте. Так, да, народ уже подключается. Должна трансляция быть у нас и Рутюб, и ВК, и YouTube, и Twitch, и Telegram, собственно. Почему мы начинаем с почты? Да потому что я отправлял посылочку Татьяне. Татьяна у нас выиграла в прошлом и в первом розыгрыше среди подписчиков. Вот я на почте сегодня отправил ей посылку в город Севастополь. Так что, Татьяна, ждите. Скоро должна приехать. 4 дня, по крайней мере, так почта обещает. Вот. А почта непростая, почта золотая, почта интересная. Отделение почты у нас находится прямо в центре города. Мы, собственно, сейчас тогда идем в выход. Идем на выход и не знаю, насколько вы удивитесь или нет, где мы окажемся, но да, и почты бывают в таких местах. Так, у меня почему-то только чат не выводится. Это странно. Опачки, мы на площади Восстания. Здесь у нас Московский вокзал. Ну и вот второй этаж, Почта России. То есть практически весь второй этаж и там с загибом туда нас занимает почта. Так, я не понимаю, почему нету чата. Или это вы, друзья, не пишете? Так, ну чат должен быть. А, вот, чат появился. Александр с ВК. Привет. Итак, в канун 8 марта пройдемся по Невскому, по предвесеннему, в этот солнечный замечательный день. Город-герой Ленинград приветствует вас, друзья. Так, будем обходить по правую руку площадь. Давайте включу широкий угол. Так, друзья, кто самое начало пропустил, я начал здесь с почты. Отправил посылку Татьяне в Севастополь, которая выиграла у нас кружку в одном из розыгрышей на YouTube. Сегодня, кстати, тогда тоже для затравочки скажу, что сегодня тоже будет кодовое слово, которое надо будет написать под сегодняшним стримом. И среди комментаторов, подписчиков, кто прокомментирует и кто будет подписан на канал, кто оставит комментарий, будет разыгран подарок. Подарок сумка с Петербургом. Сумка по-современному, которая называется шопер. Тряпишная. Неплохая. С собой у меня нет, я ее не покажу, но кодовое слово будет названо в конце стрима, друзья. Позволю себе вас задержать. Не знаю, насколько долго у нас получится стрим. Так, что вы пишете? Отличной погоды. Всем привет, Роману персонально. Александр, привет. Да, сегодня так, короткий день практически у многих на работах. Женский состав, подозреваю, многих предприятий, фирм и учреждений был отпущен домой досрочно. Может быть, кто-то и задержался, но будем надеяться, что по Невскому будут ходить толпы мадмамзелей с цветами, ибо по-любому всем на работах по 3-5 тюльпанчиков подарили, наверное, не знаю. Погода выглядит солнечно, но температурка такая себе, градусов, наверное, 3 от силы.
прохладненько. Так, успеваем мы там зеленый перебежать или нет? Должны успеть. Нам стоять здесь почти 2 минуты не хочется. Поэтому побежим. Переходим Лиговку, бывший Лиговский канал. Туда направо у нас БКЗ Октябрьский, Некрасова, бывшая улица Бассейная. Так, и пока мы начинаем, пока вы подтягиваетесь, просто напомню, что есть возможность поддержать стрим. Все ссылки есть в описании. Также подписывайтесь на телеграм-канал, там много интересной информации о Петербурге, а также анонсы. Краснодар на связи, отлично. Екатерина, привет. Ой, Ирина. Извините, против солнца было тяжело читать. Снега уже опять нет. Уже опять, да, вот такое у нас петербургское словосочетание. Потому что у нас снег падает, на следующий день тает. Потом опять и снова. И так в вечном цикле. Миру мир, привет. Знакомые все лица. Под лицами я имею в виду ваши аватарки и никнеймы. Я только так вас могу идентифицировать. Вот, тут бабульки нарциссы. Ой, рисы продают. Нарциссы, да? Желтенькие. А может и просто дарит. Знаете ли, люблю так прошвырнуться по Невскому. Весь город здесь, все туристы здесь. Весь движ на Невском, как я люблю повторять. Вы меня порой спрашиваете, а где все? Вот все здесь. Все здесь. Давайте я вам пройдемся двором. Вокруг. Вот первый донат. Алена, спасибо. Пройдемся через ваши любимые дворы. Кто еще не видел, есть у меня, конечно, видео про проходные дворы Невского проспекта. Ну так, по ходу будем тоже. Пермяк, соленые уши. Приветствую. Спасибо за донат. Так, а у меня почему-то этот не пошел, не пошло. Пам-пам-пам-пам. Странно. Короче, не пошло бегущая строка с донатами сегодняшними. Странно. Да и чат что-то опять отвалился. Что такое? Александр М. Ничего себе. На подарочек жене. Но тут уж я не смогу скрыть. Скорее всего, она видит стрим. О, пошло. Бегущая строка пошла, но чат не идет. Так. Все не слава богу в этом мире. Как так-то?
Отличный солнечный день, да. На удивление. Вчера вот немножко пасмурновато было. О, бегущая строка и чат. Хорошо. Такой вот у нас дворик получается насквозь. Мы практически тут сейчас выйдем. Я даже не знаю, как эта улица называется. Вообще улица ли. Насколько в глубину уходят дома. И опять же все эти флигели один к другому пристроены. Кто-то вот себе здесь организовал немножко побольше квадратных метров в этой нише. У кого-то окна вот в арке. Очень странно. Выходим из арки и сразу поворачиваем влево в другой двор. Сразу же, мгновенно. Через него пойдем обратно. На Невский выйдем. Так, не через него. Давайте через следующую арочку. Расскажите, поделитесь, как у вас коллеги поздравляли с 8 марта женскую половину коллективов. Оп. Конечно, спасибо, но не надо. Это я этому. Так, а тут-то мне как пройти? Вопросики. Что-то мы слишком далеко углубились. Надо найти. О, здесь подходит. Пойдет. Среди всех этих дворов проходных Невского встречаются и вот новостройки интересные. Ольга Миллер, привет. Все ради вас. Всех с 8 марта. Завтра уже планы свои, поэтому завтра постримить не получится. Поэтому было принято спонтанное решение со стримом пройтись сегодня. Как вам желтый Петербург в солнечном свете? Сегодня, конечно, день тюльпанов и мимоз. В Петербурге мимозы не растут. Эти кусты, деревья, не знаю. Честно признаюсь, вживую мимозу никогда не видел. Ну, на корню, скажем так. Только на фото. Ну, путь-то обыкновенный. Мы все в районе Невского. Только я вот буду сейчас здесь в арочке заглядывать, такие петли делать, возвращаться на Невский. Дойдем до Дворцовой. Напомню, что если кто-то только сейчас подключился, начали мы сегодняшний стрим с почты. Почта прямо на площади Восстания. Я там сейчас перед началом стрима отправил посылку, отправил подарок, который выиграла Татьяна, наша подписчица, наша сопрогульщица из Севастополя.
После сегодняшнего стрима тоже будет розыгрыш. Надо будет под стримом написать кодовое слово. Кодовое слово я озвучу в конце. Так, добрый день, идем за девушкой. Так, я, видимо, пропустил, за какой девушкой. Так, тут у нас целая делегация из Индии прошла нам навстречу. Так, сейчас здесь на Маяковке... Нет, не успею. Что-то такая мысль у меня перейти на противоположную сторону. Мы, получается, идем по солнечной стороне, перейти на теневую. Хотя нет, не будем переходить. Или будем? Сколько стоять? Минуту стоять. Ну, давайте постоим. Там через дворы тоже пройду. Во дворе была. Ну, сорян, я как-то... Или сообщение позднее прилетело, или что-то. Но преследовать во дворах девушек это как-то... Ну, не то чтобы мувитон, но... Веселого из этого ничего нет. Еще 1 секунда и бежим. Сейчас здесь найду какой-нибудь дворик. Вспомню точнее. Пойдемте. Хотелось бы спеть что-то из репертуара Бутырки, а-ля «Запахло весной», но не могу такого сказать. Заруливаем в эту арочку. Здесь у нас во дворе еще 2 арки, 1 и 2. Ну, в принципе, давайте тогда в левую пойдем. Тут товарищ на Ниссане очень себе неплохо решил парковочное место организовать. Как говорится, почему бы и да. Ну что, очередные дворы-колодцы. Специфичный запах.
для закуточков. Так, здесь, повернув налево, мы можем выйти на параллельную улочку, в ту арочку. Сразу выходим на улицу. Параллельно Невскому, там Стременная, что ли, или как, я забыл уже. Но мы выйдем, вернемся на Невский. Есть такие арки, где ты заходишь и просто двор тупик, непроходной. Так что не обольщайтесь, не все арки одинаково полезны. Не через все можно весело и задорно пройти насквозь, куда-нибудь выйти, где-нибудь оказаться. Чаще они какие-нибудь тупиковые у нас. Не всем нравится, когда через их дворы устраивают авеню. Так, а знаете чего? Нет, возвращаться не буду. Возвращаться дурная примета. Можно было вернуться опять на Маяковский, там перейти, и вот в эту между домами уйти, и потом там дворами где-то выйти далее. Ну не будем, ладно. Пойдем по Невскому. У нас, кстати, прискорбное событие. Ну, это как по мне, мое сугубо личное оценочное мнение, суждение. У нас в Петербурге вернулись самокаты. Вот эти вот кикшеринговые, арендные. Этот кошмар на улицах города. По крайней мере, около метро я уже начал замечать эти парковки, которые занимают полтротуара. Ну, так, миру мир. Летом, конечно, приезжайте, но и тут повторять-то особо не повторять, и не повторишь, и не запомнишь. Просто заходите, просто пробуйте. Опять же, один из вариантов я уже показывал, и, может быть, сегодня покажу, если придется. Ну, подходите к арке, да, там она закрыта. Но видите домофоны организаций. Просто пиликаете в любую организацию, они вам открывают дверь, и вы в этот двор заходите, и все. Вас никто не обязывает до этой организации потом идти. Вот здесь интересно. Может быть, тупиковый двор. Может быть, можно проехать. Скорее всего, тупик будет. Так вот, просто пиликаете, вас запускают, и все. И вы зашли, посмотрели, ушли спокойно. Ничего страшного. Вот тут ремонт делает, старые деревянные двери выкидывает межкомнатные. Вот тут интересно, домофон делают. Можно было бы зайти, но я не думаю, что это красивая парадная. Сильно не... Хотя, может, сейчас гляну. Сейчас на обратном пути гляну. И все. У нас тупичок. Тупичок. Опять же, арка усилена. Видимо, там перепланировки наверху делались. О, у нас индусики вернулись. Индусики вернулись. Такие они громкие. Ёлки-палки. В рубашке, в свитерах. Холодно. Спа. О, ребята в спа пошли. Индусы в спа 53 пошли. У них это колбасная вечеринка. Индусская. Бляха-муха. Да. Так, у нас
Мамочки возят деток на самокатах в детский сад. Ну каких? На арендных, на кикшеринговых? Вот еще одна тоже арочка, давайте в нее тоже зайдем. Здесь вот украшена иллюминацией. Вот там я чувствую тоже арка дальше. Тупиковая. Там флигель тот же самый трехэтажный будет тупиком. Но не пойдем. Какой-то музей флорариумов находится. Да, в Париже слышал тоже, что в центре вообще самокаты не то, что там арендные, а в целом на самокатах запрещено. А их законы-то пожестче наших будут. И самое-то главное, одно дело закон, а другое дело неизбежность его исполнения и применения наказания. Вот вопрос, как у них там с этим делом. У нас-то пока в тебя не влетят и что-нибудь тебе не сломают, фиг кто что-то будет делать. Сколько таких было случаев, когда здесь на Невском со всего маху, со всей дури на скорости врезались в людей. И что? Ну, в новостях пошумели, а дальше что? Не, индусики не это, что-то решили не идти. Вон слева я вот это, по оранжевым толстовке. Он там был с ними, что-то они не решились туда идти. Спа. Так, давайте здесь перейдем на противоположную сторону. Так, а давайте здесь я... Давайте-ка я найду двор проходной, и мы на Рубинштейна через двор выйдем. Так. Я не помню эту арку, но сейчас попробую найти. Там интересная арочка. Это мы сейчас на Владимирском проспекте. Какое солнце, да? Какое небо у нас получается. Так, по-моему, надо в ближайшую арку, в первую уже залететь. Да, залетаем сюда же сразу. Она сквозная, на Рубинштейна должна выйти. И здесь будет интересный артефакт во дворах между Владимирским и Рубинштейна. Ну и тут для эффектности тогда я сейчас камеру переключаю на себя и поднимаем. Видите, за моей спиной фрески. Так, переключаю обратно. Такая вот красотень. На церковную тематику. Там в особняке в
домовая церковь была. Ну, вот такая штуковина здесь задекорирована. Вышли на Рубинштейна. А давайте по Рубинштейна тоже гулять не будем. Я сейчас через арку. Наверное, вот в этот дом сейчас надо нам сигануть. Там музыкальный магазин во дворе. Тем более арка открыта. Ну, машина выезжала. Если я ошибся, то выйдем по другой пройдем. Сейчас мы насквозь должны к Фонтанке будем выйти. Всем привет, хорошего настроения, прекрасного денечка и всех девчонок с наступающим праздником. Кодовое слово ждет Алекс Про. Так, казалось бы, двор тупиковый, но нет. Проходной вот, карман есть, арочка сюда и слева арка. Не помню, там справа она есть или нет, но мы идем в левую. Тоже арка и усилена, и трубы как будто. Это вот труба газовая идет. Надеюсь, так, а чтобы не было, я сейчас пауэрбанк сразу подключу и проверю. А то в прошлые разы у меня вся проблема в пауэрбанке и заключалась. То я включить его забыл, то у меня провод выскочил, я там дергал, когда масленицу снимал, там камеру вверх поднимал, и провод натягивался и дергался. Вот так. Перекрутился провод. Так, но это пока не будем. Все, надеюсь, зарядка пошла и стрим не прервется. Ладно, выходим. Сейчас окажемся сразу на Фонтанке, а мы здесь у библиотеки имени Маяковского, кстати. И вот тот кирпичное здание с большими, как вот мы из арки вышли, справа было с большими окнами. Это все библиотека имени Маяковского. Ой. Что ветер мне соплей надул. Я уже думал, он сейчас тут будет. Ладно, подождем. Мистера важная шишка. Его снимать не будем. Мало ли обидится. Так. Все good. Ой, а давайте я пройду здесь до Ломоносовского моста. По нему мы через Фонтанку перейдем и в обратную сторону до Невского дойдем. По той стороне уже. Так, Раиса всех приветствует. И у нас еще второй победитель, вторая Татьяна, которая в ВКонтакте победила, до сих пор со мной не вышла на связь. Так что если, Татьяна, вы смотрите
этот стрим, проверьте сообщения ВКонтакте. А вообще розыгрыш сегодняшний будет среди комментариев только в YouTube. Так что если вы смотрите ВКонтакте или на Рутюбе, или в Твиче, или, не дай бог, не знаю, в Телеграме, даже не знаю, в Телеграме трансляция идет или нет, и вообще кто-нибудь смотрит ли, просто после стрима зайдите на YouTube и оставите сообщение и подпишитесь на YouTube. Все, смотреть там будет не обязательно. Так, здесь какая-то непонятная ситуация, непонятно как идти. Наверное, здесь. Ладно, пойдемте здесь. Под машину, под колеса кидаться не буду. Но, конечно, у меня вопросики к организации движения, к организации ремонтов, к организации безопасного движения. Большие вопросики. Кстати, Толстовский дом, Толстовский. Здесь арка. Частная территория. Сильно здесь гостей не любят. Но шикарнейшие арки. Всем добра, всем привет. Светлана, Людмила, Николай. А так вот, ну что, упасть как нефиг делать, конечно. Детский сад. Вот просто первый этаж, детский сад. Надеюсь, у детей во дворе какой-то есть свой уголок неба. Да, именно уголок неба. Но действительно, давайте, надо все, вот кому надо это все успеть, и тому, кому надо все это успеть, надо наплевать на горожан. Абсолютно наплевать. Так, здесь я перебегу все-таки. Это мне не нравится ходить. Тут же уже и асфальт кладут, в принципе, что неплохо, казалось бы. Так, еще раз, Николай, привет. Дядя Коля подтянулся. Вот, почему я в конце только кодовое слово скажу для участия в конкурсе, потому что вы будете его писать не в комментариях, а в чате. И чтобы вы в чате его не писали, поэтому я скажу и стрим закончу. И тогда будут доступны комментарии, и вы все в комментарии напишите кодовое слово для участия в розыгрыше среди подписчиков, ставивших комментарии под этим стримом. Разыгрываться будет шопер
По-русски сумка тряпичная с картинкой Петербурга. Сувенирная. Ну как сувенирная? Вот люди опять абсолютно не смотрят под ноги. Не то чтобы под ноги, вообще вперед не смотрят. Ладно, я против солнца иду, я вообще ничего не вижу. А, это солнце? Ксения, спасибо. А то мы ходим все тут гадаем, что за странный светящийся объект в небе. На мойке еще у нас ледок присутствует, но опасный. Тонкий, очень тонкий. МЧС регулярно предупреждает о том, что опасно выходить на лед, что они всех предупредили, спасать никого не будут. Сами виноваты. О, мимозы, первые мимозы сегодня с тюльпанами на девушек. Итак, здесь на площади Ломоносова, в центре бюст. Налево у нас дорожка уходит на Праксин двор, прямо улица Ломоносова туда к Думской, на канал Грибоедова, и направо дорога, выходящая прямо к Александринке, на площадь Островского, но мы пойдем обратно, в обратную сторону к Невскому проспекту, вдоль Фонтанки, по набережной. Кстати, не знаю, насколько вам видно, не видно сейчас, в связи с тем, что сейчас сухо, а зимой неплохо солили и песчили, от слова песок, на дороге. Пыльно. Машины проезжают и пыль поднимают. Моя тень, приветствую всех. Машу вам как могу. Да, но оговорился, дядь Коль, ну что вы же все понимаете. Конечно, Фонтанка, что я мог сказать, я даже не заметил. Привет с Южного Урала. Света Нико. Да, мои оговорки могут кого-то путать, кого-то приводить в бешенство. Считаю, это тоже неплохо. Значит, вы внимательно меня смотрите, слушаете. Васек, привет. Зодчего Росси. Ну, улица Зодчего Росси, но тут я не про название улицы, а про направление. Можно выйти на лед, пожалуйста. Все для этого, все условия созданы, как говорится. Пожалуйста. Но этого делать не будем. Опасно. Я прям вижу, насколько он тонкий. Хотя он меня и выдержит. Но выдержит где-нибудь здесь у берега. Но чуть подальше там уже трещина. Черт его знает. Сейчас набирает в разных регионах популярность такое направление, как Ice Floating. Такое вот иностранное название, Ice Floating. Берут промышленные, специализированные, аквалангические, или как это обозвать, костюмы для работы в Арктике, во льдах, под водой. Надевают на простых граждан и кидают в какое-нибудь озеро. И они среди льдов там плавают в мороз, в снега. Им тепло, сухо, уютно и весело.
Так, посмотрим с этой стороны на дом, на Толстовский дом. Апачки, я забыл этот включить трекер, друзья. Делаем техническую остановку, смотрим на Толстовский дом. А я хоть и с запозданием, но включаю трекер на часах. Я каждый раз об этом забываю. Ну, или, точнее, вспоминаю это в конце. Ну, сегодня у нас даже еще пока не середина. Мы 46 минут только с вами ходим. Так, начать запись. Все, поехала. Часы начали записывать. Евгения Ивдель, спасибо. Спасибо, спасибо. А солнце, кстати, пригревает. Пригревает солнышко. Это радует. Все-таки весна, весна. Хоть весной и не пахнет, но солнце уже греет. Я чувствую просто спиной. Мне же сейчас в спину прямо солнце светит. Видите, перпендикулярно падает тень. Прямо и перпендикулярно. И у меня спина прям уже кипит. Закипает. Я практически весь киплю. Скоро. Но ветер, холодный ветер, это немножко балансирует состояние. Термальное мое. Какой набор слов-то. Бредятину несу. Так, а что мы? Тут какой-то театр проходим. Куча афиш. Петербург концерт. Наверное, знаете, сейчас, если получится, вспомните, найти и увидеть, главное не пропустить, зайдем во двор Аничкова дворца. Если я не пропустил, кстати, я мог уже пропустить этот маневр. Кто-то мне говорил, что типа там Аничков дворец, он прямо вот выходит на Фонтанку. Нет, на Фонтанку там выходят то ли конюшни были, то ли какие-то еще. Так, у нас, ага, в Телеграм смотрят 2 человека. Один из них это я сам. Прекрасно, прекрасно. Так, в Телеграм больше не транслирую. Окей. Так, Рутюб. Проверяем YouTube. Даже не знаю. Так. Эфир идет, не идет. Вроде эфир идет, но не знаю, насколько так. Мне надо было карту открыть. Карту сокровищ. Сейчас. Так, вы скидывай. Так. Вот я не знаю, оно здесь, вот эта арка слева, она закрыта. Мы тут не пройдем. А если туда-сюда? А как люди выходят? Так, ну я сейчас здесь перебегу. Нет, не буду перебегать. Я сейчас сначала посмотрю, прочекаю. Так, ух ты, откройте. Мосгаз отправил. Ага. А нет, можно перейти. Надо, точнее. Можно во двор. Сейчас я тут метнусь. Метнемся. Надеюсь, у нас получится. Машины едут. Нам надо вот сейчас в эту калитку попасть. Сейчас проедут основной поток машин. Вот, начинается уже Аничков дворец и вот все его, как говорится, производные. Зайдем. Здесь у нас городской дворец творчества юных, так называемый. Юных. Юнаты. Я это просто буду называть юнаты.
здесь у нас и что еще? Специализированная детская юношеская школа Олимпийского резерва находится вот в этих корпусах. Театрально-художественный отдел. Вот у нас крылечко. Театр юного творчества. Театр юного творчества. Кстати, можем на площадь Островского выйти и прямо здесь. Вот. Уже советская стройка у нас получается. Так, Наталья что пишет? Добрый день, как сегодня солнечно в Питере, да. Так, хранитель времени, ого, наконец-то попал на стрим, а то все в запись смотрел. Всем привет, хранитель времени. Наверное, какой-то интересный канал. Так, Алена Омск, благодарность нашему кипящему стримеру. Шикарно идем. Спасибо. Ну а сам Аничков дворец вот такой скромный, непримечательный, казалось бы. Да, ну вот у нас здесь все рядышком. Аничков дворец. Выбегали и в Александринку. И всем здрасте. Но мы пройдемся здесь. Выйдем здесь, точнее, на Невский. И пройдясь уже по Невскому, у Катькиного садика привернем к Александринке. Привернем. Небо небесно-голубое, да. Так, а здесь еще народ туда почему-то идет, не знаю, там покрышки какие-то. Пойдемте глянем, что в том. У нас флигели. Тут мамзель слева грелась на солнце. Странные покрышки, может быть какой-нибудь, даже не знаю, что здесь может быть. Зачем это? Вот, видите, тут гаражи, каретники. Ладно, не надо. Посмотрели и хватит. Дом пионеров. Ну да, в советское время это был дом пионеров. Вот мамзель тут греется немножко. В советское время дом пионеров. В наше юнаты какие-нибудь. Ну, а, конечно, вот парадная группа входная во дворце сейчас перед нами шикарная. Даже не знаю, но вот честно не знаю, было ли застеклено при князьях. Может быть, это таким было портиком, и карета въезжала внизу. Хотя, слушайте, нормальные деревянные входные группы. Внутрь врываться не буду, охрану провоцировать тоже. Все-таки там еще и дети всякому дурному от меня научатся. Ага, вижу, тут уже, кстати, высажены тюльпаны. Луковицы вылезают, торчат. И вот все это тоже черное поле, все в тюльпанах. Да, и здесь слева все в тюльпанах. Видимо, они еще с осени натыканы. Или как это работать должно. Так, мы уже за оградой, у нас снова Невский, снова шумный наш проспект. Нет, никаких диверсий, никаких противоправных действий, только закон.
Действуем в правовом поле, отстаиваем свои права. Справа у нас с громадной аркой магазин купцов Елисеевых. Не так давно мы на стриме тоже туда внутрь заходили. Я вам показывал кафе в подвале, ресторан на втором этаже. Так что имейте в виду. Там можно намного больше мест посетить в магазине купцов Елисеевых, нежели вы думаете. Также там проводят экскурсии. Можете обратиться к сотрудникам магазина, и вас направят в нужное русло. В Калининграде уже плюс 14. Ничего себе. Еще недавно снег лежал. Может, там недавно так закидывало, недельки что ли 2 назад или неделю. Уже снова плюс 14, скоро мимозы. Мимозы, что эти, как у вас там? Ох, я забыл, как называется. Что в Калининграде там цветет первое красивое деревья. Так, в сквере Аничкова дворца во время войны закопали скульптуры. Ну, коней, возможно, да. Вот у нас сквер Аничкова дворца, и там прятали под кронами коней. Ну, действительно, зачем далеко куда-то тащить? Все рядышком. Так, обычно парки весной у нас закрывают на так называемую просушку. Пока что еще не закрыли. Вот, обычно тут сразу вешаются на ворота, что парк закрыт на просушку. Разводят. Разводят туристов, лже-Петры с лже-Екатеринами. Что поделать? Так, почитаю, что вы пишете. Инна пишет: всем добрым людям добрый день. Анна: подснежники и крокусы, а на деревьях... магнолии. Да, Анна, магнолии. Но это еще не скоро. В апреле, наверное, да? Магнолики-то будут цвасты. Ботанический сад ваш будет прекрасен как никогда. Так, инспектируем. У Суворова шпагу погнули. Кстати, кто-то пытался, видимо, погнута шпага. Обычно ее воруют. Уже раза 3, по-моему, воровали. Ну, так же, как Чижика-Пыжика. Алена говорит, что у них выпал снег, -8. Не, вот на скамеечке, вот опять же, садишься на солнечную сторону, и у тебя одна сторона шкварчит, как на сковородке, а та, которая к скамейке, мерзнет. Ну, хотя нет, наверное, скамейка тоже прогрета. Невский, как всегда, пустой. Люди на работе в пятницу. Ну, Шима, что за вранье? Невский не пустой, как всегда. Нормальный Невский, без туристов просто. А люди уже все с работ поуходили. Сегодня короткие дни у всех. Так что у вас тут диверсии. У вас все плохо. Вы, я понял, человек это негатив. Негативненько что-то.
Вы на все смотрите. Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь. Вот солнышко, улыбайтесь. Мультик, привет. Ой, пока читал, чуть не споткнулся и не упал. Так, сейчас машину справа пропустим. А то и две, а то и три, господи. Что тут им всем надо? То никого, знаете, не едет, то это автобан цельный. Тоже еще одна библиотека национальная. Еще одна. Ну, в смысле, еще одна библиотека. В данном случае национальная. А мы сейчас идем на переулок Крылова. Угу. Ну да, 6 утра самое то, чтобы сходить на Невский. Неорусский стиль, как раз конец 19 века, уже Николаевская эпоха, даже можно сказать. Любили вспомнить старину. Да, Анна, посмотрите это в записи, в конце увидите, услышите кодовое слово и обязательно напишите комментарий. Точнее, любой комментарий с использованием этого кодового слова. Зайдем здесь в арочку. Арка у нас, по-моему, тупиковая, а может быть нет, хотя вот там забавно у них дворик вижу, или это зеркала. А нет, сейчас пройдем, посмотрим, что за изи. Виднеются всякие номера на телефонные на окнах, квартиры продаются. Вот, хочется посмотреть, что там за двор. Сам никогда туда не заходил. Смотрите-ка, тут фотографии, гении места, люди и здания. Ну, это пассаж, скорее всего. Фотография в пассаже. Вид на Александринку. Видимо, фотографии самого театра. Да, хорошо. Так, а что за двор? Стреляю в упор. А, там можно выйти к Александринке снова. Такой сквозной. А там, наверное, у нас тупичок. Тупичок. Ну, давайте, да, я дойду, посмотрю. Я даже для себя, я тут первый раз вместе с вами. Там никакой арки нету, да? Да. Ничего тут нету. Ну что? Что за конкурс Шима? Господи, Шима спрашивает. Я, по-моему, уже 3 раза или 4 сегодня сказал. Конкурс среди комментаторов. Сегодняшний стрим начался с почты. Я отправлял кружку подарочную победительнице. Чтобы участвовать в конкурсе, надо быть подписчиком канала, поставить лайк и прокомментировать этот стрим сегодняшний. И в комментарии кодовое слово указать. А кодовое слово я скажу в конце стрима. Все просто.
прошлый розыгрыш был среди комментаторов и подписчиков в ВК и Ютубе, в этот раз только на Ютубе. Так что если вы смотрите где-то не на Ютубе, там в Дзене в записи, и YouTube у вас не работает, не показывает, но вы хотя бы просто зайдите на YouTube под этот стрим и оставьте комментарий, все, подпишитесь на YouTube. Смотреть все видео не обязательно. Такой у нас переулок Крылова. Крылов здесь недалеко жил, на Садовой улице. Узенький, с очень узкой тротуарной частью, что с этой стороны, что с той. А впереди вот эти арочки, это у нас большой гостиный двор. Большой гостиный двор, как раз с Садовой линии есть пушечная. Если не хотите стоять в очереди на Большой конюшенной, то вот сюда приходите на Большой гостиный двор со стороны Садовой. Налево у нас уходит Садовая, там будет у нас что? Сенная площадь, Никольская площадь. Ну а направо по Садовой упремся в Неву, в Троицкий мост. Марсово поле. Это, конечно, перделка, а не машина. Ужасно. Так, Лариса что-то. Привет, вас смотрят в Гамбурге. Спасибо вам за чудесную прогулки. Лариса, видимо, наша, как это называется-то? Как это по-русски? Соплеменница. Такая вот шикарные арки, да, друзья? Ой, причина. Почему большие гостиные дворы, вообще гостиные дворы и большой гостиный двор в частности, строился вот таким образом. Чаще работало только светлое время светлое время дня. Электрического освещения еще не было. На свечи тратиться было накладно. Масляное какое-нибудь освещение тоже опасно. Можно все это сжечь, поджечь и лишиться всех товаров, и еще не только своих, но и чужим конкурентам подсобить, так сказать. Ну, в общем, работали только когда было на улице светло. Отсюда и вот эти все арки, и большие окна. Второй этаж абсолютно таким же образом организован. Поэтому вот такие галереи. Мы видим. По второму этажу тоже такая же галерея, там тоже открыто и доступно, можете зайти через первый этаж по лестнице, подняться на второй, выйти на эту галерею и сквозной пройти вдоль всего. Так, ладно, давайте здесь что сделаем. Вы мне как-то кто-то просил или подсказывал, что давай пройди через пассаж. Вот у нас напротив пассаж. Кстати, историческую фотографию мы с вами
сегодня уже видели. Я близко ее не показывал. Я вот там упоминал, что вот, наверное, это в пассаже сфоткано. Не наверное, а точно, я уверен. Давайте сейчас через пассаж пройдем насквозь. Там на Итальянскую или какую улицу выйдем. К площади искусств. Для нелюбителей подземных переходов уж извините. Тут других вариантов у нас перейти Невский нет. На перекрестке Садовой и Невского. Здесь только подземный переход. В пассаже нигде задерживаться не будем. Ходить тоже особо я показывать не буду. Я, в принципе, для вас просто покажу, насколько это было на то время новаторски, что ли. Потому что там сверху тоже световой такой, как это называется-то, не купол, а световой фонарь организован. Пассаж 1853 года, или нет, 48-го, 1848 год. Вот, 1848. Заходим через центральный вход и видим, видите, сверху светло. Это никакие не осветительные приборы, это у нас солнце наше сегодняшнее освещает. И вот там на исторической фотографии как раз ракурс где-то с этого места. Стоят дамы, мужчины, дети. И это все красоту видно было. Вся внутрянка осталась. Так, тюльпаны по 190, если что, в пассаже. 190 за тюльпанчик. А на цветочной базе можно взять, наверное, рублей по 25 на базе, на оптовой, а потом в розницу немножко продать по рублей по 80, по 70, но перепродаваны вот по 190 тюльпаны втюхивают сегодня. Здесь второй и третий этажи есть. Видите, лестница шикарная с обеих сторон. Здесь и есть нулевой этаж. Сейчас там супермаркет продовольственный. Опа! Что это у нас? Машинка Зингера. Иголочку сломала, да? Оригинальная швейная машинка Зингер с деревянным подстульем. Так, плитка на полу, наверное, историческая. Слушайте, может быть, все может быть. Вот тот самый метлах, он чем отличается от современного исполнения? У него глубина проникновения краски гораздо глубже, да? Глубина глубже. Масло масляное, но вы меня поняли. Нежели у современных плиток. Современные плитки лет 30 и уже стирается до основы, до основного цвета. А вот это историческая метлахская, но метлах это в Германии производство было, отсюда и метлахская. Названия остались, всякий камешек, вот это вот обрамление, да, прямо класс. Здесь где-то наверху, там на каком-то этаже есть ресторан. Ресторан есть. Мужчина пропустил женщину с собакой и побежал за ней. Хлебушком пахнуло. Тут вот спешл кофе какой-то. Пекарня. В Москве тюльпанчики по 180, а здесь по 190, так что нам ваша Москва, знаете, нищеброды. Шучу, друзья, не бейте.
Да, что у него мама... Сейчас вам покажу цветочное место в Петербурге. Если хотите дешево купить, и у вас есть время, у нас есть местечко такое, не все об нем знают, но судя вот по сегодняшней очереди, вы поймете, что знают многие. Ой, можно купить цветы дешево. Прямо на улице приезжают в одно и то же место каждый день после 16:00. Начинают торговлю, то есть их вообще так нету, они вот в 16:00 из фургончика своего вылезают, цветы выставляют и торгуют прямо у подземного перехода на Михайловской улице. Сейчас мы там как раз выйдем, пройдем мимо, я вам покажу. С неплохим ценником. Там с деревьями у нас уже русский музей. Русский, максимально русский. Филармония. Большая сцена. Театр музыкальной комедии, точнее. Филармония следующая, да? Да. Всем добрый день. Женскую половину поздравляю. Хорошо. Нет, РСК-8. Вы смотрите, ля, что за бричка. Вот. Тапку в пол и шикарно. Вот филармония. Там театр музыкальной комедии, да, здесь большой зал филармонии. Есть еще малый зал, он со стороны Невского проспекта. Там у нас уже за деревьями виднеются шпили и купола Луковички Спаса на Крови. Здесь у нас выходит фасад Михайловского театра. Китаёзы. Переходим улицу Михайлова. Михайловскую, господи, как правильно? У нас же Михайлова. Это Михайловская. Михайлова это немножко в другом у нас на площади Ленина. Михайловскую. Так, что вы пишете? Так, благодарят Владимира. Инна, в Москве в пассаже тюльпаны продают прямо с луковицами. Они долго стоят. Ничего себе. Ну, блин. Это прикольно. Я только видел, у нас продают в магазинах крокусы. По-моему, крокусы называются в луковицах. А чтоб тюльпаны в луковицах продавали, я здесь в Питере не припомню. Может быть и было, но я как-то не припомню. Просто не акцентировал. Так, проверить пауэрбанк. Все на месте. Зарядка идет. Хорошо. Вот опять же у нас там большой гостиный двор. Мы возвращаемся на Невский. 150. Гранд отелю Европа 150 лет в этом году, видимо. У них на входе об этом большая конструкция. Вот, мы сейчас здесь выходим на Невский, и вот прямо здесь на углу, в конце отеля Европы, будет то местечко, где продают цветы дешево. Даже вижу вот белый фургон, автомобиль, фургон белый. На нем они цветы привозят. Вот. Паркуются прямо на тротуаре, конечно, плохо это все дело. Каждый день с 4 в дождь, снег, слякоть, в солнце, в жару они стоят здесь. О, смотри, там целая очередь еще и на смотровую.
Вот смотрите, друзья, вот этот цветочный. И какая очередь. Какая очередь. Вот цветочки. И вот там очередина до остановки. Лилии, астры, тюльпаны, розы. Все, все что угодно. В принципе, ну много, но такая очередь только, наверное, на 8 марта здесь. И не сказал бы, что халява, но вот видите, это все люди стоят, это все очередь за цветами. Здесь уже у нас начинается остановка, и люди за остановкой. Кто-то приезжает пораньше, до 4. Очередь была здесь и вчера. Конечно, поменьше, но. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой пейзаж, какой форсаж. Или как там Вайкуле пела. Да, наш тоже постоянный вернисаж прямо здесь на улице. Подскажите мне, как. Так. Я сам скажу, как называется. У базилики Святой Екатерины. Давайте я здесь забегу вовнутрь, в дворик. Во дворик базилики Святой Екатерины. Тут все в лесах опять. Так, я не знаю, сейчас, если у нас получится, мы базилику обойдем кругом здешними дворами. Да, Алена, как прекрасно, что у нас любят дарить цветы. Прекраснее, если бы цветы дарили не только на 8 марта, да, и день рождения, но и не только по другим поводам, но и без повода в том числе. Не знаю, что-то там впереди арка. Я не помню, там куда это выход. Настолько яркое солнце, что прям даже этот дом, здание, стена пересвечена, получается, на видео. Да, я хочу просто обойти базилику, вернуться к вернисажу. Там тоже как цветы, и в зной, и в слякоть, и в снег, и в жару. Каждый день стоят вот эти художники, рисуют карикатуры. Так, вот. Что я здесь обойду? Да. Потому что глубоко двинулись, и здесь мы выходим уже. А куда мы выходим? Я что-то прямо потерялся. Где мы, кто мы? На итальянскую обратно. Не, на итальянскую нам не надо. На итальянскую нам не надо. Мы здесь через двор пройдем, я надеюсь. Нас здесь никто не украдет. И хочу через вернисаж пройтись. Акцентировать не буду внимания. И в очередной раз работников пера и топора провоцировать на агрессию. Интересно, тут во дворе прямо этот ресторанчик. Нам надо вот эту арку, чтобы вернуться на Невский. Тут какая-то едальня. Интересная, слушайте. Интересная едальня, возможно, при какой-то гостинице. Очень похоже было. Но тут пхали хинкали. Ресторан это у нас сетевой такой. Да, вот. Отель Невский. Какой-то чего-то там. Я не прочитаю. Ну и вот
Ресторан Хали Хинкали. Блин, что-то про еду начал говорить и захотелось покушать. Да, и даже вот ты не знаешь, что тут оказывается вон во дворе какая-то, я не знаю, то ли корейская, то ли вьетнамская кухня. Мукбанг. Мукбанг это что-то, по-моему, громадное, большое... О, Игорь, цветочки тут дарит всем. Так, с этой стороны у нас базилика отреставрирована. Все чинно, гладко, благородно. Возвращаемся к Невскому. В очень разных стилях, в очень разных направлениях. Прям какие-то... Вот это классно. Вот это красиво. Базилика открыта. Здесь орган при свечах происходит. Вот электронный орган в 21:00. Сейчас давайте я внутрь зайду. Покажу вам. Просят, входя в храм, снимать головные уборы. Вот. Напомню, мы в базилике Святой Екатерины. Электронный орган 21. Присутствует и церковная лавка. Лавочки. Прям такая отличительная особенность православных и католических храмов, это в том, что ты можешь прийти, посидеть, как говорится, в ногах правды нет. Концерты в базилике, электронный орган. И не каждый вечер, вот 1, 7, 8, 8 даже 2 раза, вот завтра в 16:00 и в 21. Потом 9 2 раза, 14, 15. Ну это, видимо, по выходным. Платно или бесплатно, слушайте, не знаю. Наверное, не знаю. Ух, тут засовы исторические. Так, сейчас я поставлю вас, шапку одену. Итак,
Вернулись на Невский. Кошечки, собачечки, виды Невского, море, подсолнухи, репродукции, балерины, зимний Петербург, осенний Петербург. Ну и вот карикатурки в том числе. Так, что-то вы, друзья, замолчали, или это у меня чат пропал. Не могу понять, пропал чат или нет. Любуемся. Нет, чат все живой, слава богу. Да, вот здесь уже филармония, малый зал. Кстати, в здание филармонии в Вторую мировую попала авиабомба. Здесь практически такой был портал громадной разрушенной стены. Ну а мы у Казанского собора. Дом книги, канал Грибоедова. У кого с чем ассоциируется это место? Убегаем. Майклу привет, конечно. Наша местная достопримечательность современного Петербурга. О, кстати, банк. Пойдемте в банк. Надо зайти в банк. Я вам как-то раз уже проговаривал эту историю, но мы туда не попали по причине выходного дня. Интересно, как сегодня. Сейчас зайдем. Так, выпал провод. Сорян. Сейчас сек. Зайдем в дом общества взаимного кредита. Взаимно зайдем
перекредитуемся, закредитуемся, там, ну, кому что надо. Ну, толстенький про Майкла, да, но человек сильно пьющий, много пьющий, регулярно пьющий. На этом фоне, конечно, со здоровьем-то вопросики. Но опять же, наверняка здоровье есть, раз себе позволяет так с алкоголем часто видеться. Но и как следствие там проблема с зубами, проблема с тем, с тем. Так, вижу дверь открытую, так что врываемся сейчас в банк. Вот, здание взаимного кредита. Так, всем доброго весеннего настроения, с наступающим, милые девушки, женщины. Желает нам канал «Мир пушистых друзей». Не влезай в долги. Так, мне нам только посмотреть. Да, нам только спросить, как говорится. Значит, вот, врываемся, здесь у нас центральный вход. Так, не знаю, до скольки они сегодня работают, но это исторические ручки, это исторические двери. Это историческая входная группа. Это шикардос шикарнейший. Вы понимаете? А банк, наверное, уже закрыт сегодня. Да? Уже закрыт? А вы куда? В банк. Банка давно нету. Да. Да. Раньше можно было пройтись, походить там. А раньше нужно было. А сейчас все? Все. Гейм-овер. А сейчас кто здесь? Остатки банка. Я понял. Обидненько. Опоздали немножко. На пару лет. Нет, на полгода все. Да? Да я, наверное, прошлым летом здесь заходил тоже один раз. Ну, так, все. Фигня. Ну, здесь же Росбанк был, да? Да. Ну ладно. Печаль. Так, друзья, вы все слышали? От Росбанка тут уже не... Ай-яй-яй, зацепился провод. Не зайти. Слушайте, теперь не посмотреть. Возможно, кто-то здесь снова будет. Вот табличка даже уже обнулилась. Раньше была Росбанк. Банк не взяли. Черт побери. Ай. Ну что ж. Я даже не помню, я, возможно, туда заходил на одном из стримов, но это было там год назад, а может быть и больше. Так что тут даже самому к себе не отправлю поискать видео. Жаль. Очень колоритно там было. Ну, надеюсь, там колоритно и останется. Новые владельцы, новые хозяева продолжат пускать посетителей в свободной манере. Приезжайте к нам в Пермь, приютим, обогреем. Но нужда заставит, приедем, как говорится. Будем знать варианты. Наличие вариантов всегда греет душу, нежели их отсутствие. Так, а мы уже идем вдоль здания дома Зингеров. Это по проекту первоначальному должен был быть небоскреб в чисто американском стиле, ибо контора Зингеров, Зингер, это чисто американская компания. Если вы думали, что немецкая, то нет, американская. И первоначально был план построить здесь небоскреб, но действовало правило, что нельзя строить выше Зимнего дворца. Заходить не будем. Нельзя строить выше Зимнего дворца, и поэтому у нас получилось лишь глобус на вершине. Глобус там виднеется.
Ну, может быть, прошлой зимой, да. Да блин, ну ладно. Жаль. А, кстати, там даже, может быть, какая-нибудь и была вывеска. Была какое-нибудь объявление, что все, гейм-овер, но... Вот охранник сказал, что уже как полгода банк с физлицами не работает. Что у нас? У нас малая конюшенная. Пешеходная ее часть. Кстати, про Большую Морскую вы сказали. Такая же красота. Слушайте, там должно... подождите. Где-то была парадная тоже со свободным доступом. Где-то в районе Большой Морской. А где? Я не так давно на нее натыкался. Так, давайте здесь тоже я пройду. У нас очередное здание культового назначения. Так, в Телеграме 3 человека вместе со мной. Окей. Лютеранская церковь святых Петра и Павла. Тоже интересная здесь такая полуаркой с обеих сторон входная группа организована. Тоже реставрация. Ну, здесь через дворик хочу пройти и выйти на Большую Конюшенную. Раньше прямо здесь, в этой церкви, слева, там в конце, есть крылечко. Раньше находился русско-немецкий центр. Сейчас они куда-то переехали. Ну, тут где-то неподалеку тоже. Вот, и можно через русско-немецкий центр по их помещениям было выйти на один из балконов в соборе. Уже после его закрытия. Так, заходила в этот храм Большая Морская. Так, Ирина, подскажите адрес Большой Морской. Который дом? Выходим на аллею Большой Конюшенной, пока улицы Большая Морская 35. Ну-ка, сейчас чекнем.
Большая морская 35. Так, это что? Это Салово и... А, там где Росфото, получается, да? Большая морская 35. Там во дворе Росфото находится. Это мы Росфото знаем. Так, а что я прохожу мимо? Пышечная, здравствуйте. Пока что никакой очереди, но вся очередь, видимо, пока внутри. Этого достаточно. А летом здесь люди на улице прям стоят, ждут. Ну, слушайте, интересно, сейчас до Большой морской 35 дойдем. Там, правда, свободный вход, да? В ту парадную. Окей. Управление судебного департамента, отдел обеспечения какой-то деятельности чего-то там. Доходный дом страхового общества «Россия». О, как вам такая бричка? Кошмар. О, он еще и кино снимает за ней. Ёлки-палки. Ёлки-палки, кошмар какой. Вот такими очередными зигзагами я вас вожу вроде бы и по Невскому, а вроде бы и нет, да? Но мы все спускаемся по Невскому проспекту к Неве. Все потихоньку. Я поняла, почему я Но закупились нормально. На самом деле неплохо. В ДЛТ. Дом ленинградской торговли. Мимозами. Сильно пахнуло мимозами. Прям. Сейчас по этому переулку мы выйдем уже к реке Мойке. И по набережной реки Мойки вернемся на Невский проспект. И там по Невскому дойдем до Большой морской и попробуем прорваться по вышеуказанному адресу в красивую парадную. Интересный переулок с достаточно очень историческими зданиями. Даже вот, ну, судя по растекловке и по размеру окон, скорее всего, какая-то фабрика была, возможно. Так, здесь у нас музей печати, музей истории Санкт-Петербурга, прям на углу. Справа у нас Певческий мост и выход на Дворцовую площадь. Слева Невский проспект. Опять же, вот историческое здание, казалось бы, жилое, но нет. Здесь сейчас бизнес-центр.
Так, какой-то ветер поднимается. У меня руку начало замораживать. О, прикольно. Тут во льду прямо ровненькая квадратная прорубь. Вырублена, выпилена. Интересно, с какой целью? Кто это сделал? Василий, ну, дама просит. Василий, извинитесь. Гузаль Г. Вообще-то, ну, мерить воспитание по своему восприятию, это, ну, тоже так себе воспитание. О, и здесь еще одна прорубь. Интересно. Не знаю зачем, не знаю. О, Игорь подтянулся. Привет, привет. Ничего страшного, Игорь. Для тебя и всех, кто подключился недавно, напомню или сообщу. Сегодняшний стрим начался с почты на площади Восстания. Там я отправлял посылку Татьяне в город Севастополь. Она выиграла в прошлом нашем розыгрыше среди комментариев. И под сегодняшним стримом тоже будет розыгрыш. Случайным образом комментарий с кодовым словом под сегодняшним стримом победит. Ну, собственно, кодовое слово будет в конце стрима. Так, очень красиво. Обязательно прогуляемся здесь. Обязательно в апреле. Виды с набережной потрясающие. Серьезно, да. И виды шикарные, и солнце сегодня шикарное. И вот это вот краски, сочность красок и необычно голубое небо. Вот в этом всем симбиозе шикарном. Так, знаете что? Мы там перейдем. Мы там... А здесь зебры нет. Ну, придется идти. Чего, ладно. Придется идти по самой моей нелюбимой части Невского проспекта. Я уже объяснял, почему она нелюбимая. В принципе, претензий-то никаких, но она очень узкая. Очень узкая, и создается давка большая. Даже вот при таком небольшом количестве людей, как сегодня, кто-то идет побыстрее, кто-то идет помедленней. Вот Лариса говорит, что нет у нас красивого обращения к девушке, к женщинам, или девушка, или дама. Ну так придумайте, пожалуйста. Все в ваших руках. Придумайте, ну как бы вложите всем это в головы, и все будет. В чем проблема-то? Как будто бы есть красивое к мужчине русское обращение. Ну вот вы серьезно? Вы вот так обижаетесь, а зеркальное это что-то есть? Нету. Все одинаково. Все одинаково прекрасно, я бы сказал. Ничего некрасивого в этом нет. Все в голове. Кто хочет обидеться, тот обидится. И обидеть нарочно нельзя. Можно лишь только обидеться. Вот и все. Это мое мнение. Большая морская пешеходная часть с аркой. Так, ну а здесь я перебегаю Невский. Как есть. Мигает. Леди или сеньора?
уже не наши, но красиво. Ну вот видите, вот вы упираетесь, вы опять же в сами собой расставленные капканы. Вы хотите, чтобы и по-нашенски было, и красиво. Слушай, а тут же как бы опа, и нету. Альтернатива-то какая? Как говорится, критикуешь, предлагай. Но нет, мы только обидимся и все. А на обиженных воду возят. По-хорошему-то. Правильно раньше говорили. А сейчас обижаются и бегут куда-то вот сразу жаловаться на кого-то, чтобы наказали. Так извините, это ваша проблема сугубо личная, обижаться. Я сейчас не про обращение, а вообще про обидки. Про оскорбление чувств, там еще чего-нибудь. Да, если кто-то скажет, Бога нет, и что? А кого-то это оскорбит, но человек так думает, в чем проблема-то? Обидеть нельзя, можно только обидеться. Больше всего ненавидишь? Но надо Барышня. Это знаете, у нас сеть этих блинных теремок. Там сударь и сударыня. Вот как хотите, сударыня, вам нормально? Или вот сударь? Приходите на кассу, мне блин там с ветчиной и сыром. А вам такая, да, сударь, конечно, что-то еще. Опять же, барышня, наверное, барыня, барин. Но это что-то, знаете, такая и легкая отсылка к классовому обществу, где были крепостные, были барыни, барышни, барины. Тоже такой, знаете, попахивает. Все господами стали давно ли? Да, вопросики. Так, что тут у нас красивого? Тоже прикольно вот этот громадное арочное. Это, по-моему, здание тоже какого-то банка. Сейчас очередной сенатор. Очередной бизнес-центр. Так, а нам нужен 35-й дом. Как бы не пропустить-то? Мучачо и мучача. Это уже что-то на мексиканском. Ну и что вот тут гудит? Олух, развозчик. Человек идет по тротуару, идет себе и идет. Почему на его сигналы должны все разбегаться, расступаться? И уступать. Так, где номера домов? Я что-то не вижу. Нам нужен 35-й. А это 21-й. Нам за Гороховую надо перейти. Окей. Вот, Гузаль правильно, хотя бы что-то в нужную сторону. Одно из толкований женщина легкого поведения. Толковый словарь Ушакова. Вообще, почему? Да даже к толковым словарям и Даля, и Ушакова, и прочих время поменялось, значение многих слов утратилось или из обихода вышли и употребляются только лишь по их похожести и созвучию. И значения прошлого не несут. Вот. А мне хочется сказать, что да, там господа на белом
Или там в каком-то году расстреляли всех господ. Ну, что-то из этой серии, там в каком-то фильме было тоже такая присказка. Да, что за господа? Нет, ну, блин. Все ведь зависит... Мы, друзья, давайте вот так вот я скажу. Все мы крутимся, вертимся так или иначе немножко в разных коллективах, немножко в разных сообществах, в которых есть какие-то свои устоявшиеся нормы, правила. Есть общие, там, скажем так, национальные, общие российские. Но есть... Сколько проводов? Есть местечковые вещи, есть коллективные вещи. И если что-то для кого-то обидное, то для другого просто смешное, например. Так, тут дом быта. Так, нет, 35-й дом еще не 35-й. Гражданин и гражданочка тоже напрягает. А как вам граждане? Так, где 35-й дом-то? 29-й. Так, где-то рядом уже. Так, там хотел какой-то в арке справа был. Все мы друзья и товарищи. Это трудно. Все мы сестры и братья. Давайте еще вот так вот. В таком ключе можно. Так, где 35-й? Так, здесь ресторан опять. Это нам не надо. Так, 31-й дом. В Союзе был товарищ и никак не склонялась. Простенько и со вкусом. Ну опять же, вот был товарищ, конечно, но это же где? На каком-нибудь политсобрании там товарищ такая-то или товарищ такой-то, там то-то, то-то, или отчитывали, или хвалили. А на кухне дома какое обращение было? Товарищ? Нет, конечно. Так, ну вот, хорошо. Большая морская 35. И куда врываться? Сюда? Росфото. Давайте зайдем, не знаю. Хоть. Хоть. Какие-то ремонты. А там свободный сейчас проход, нет? Здрасте. Вот я хочу узнать, там свободный сейчас проход? Смотря куда. Скажу в Росфото. Росфото, пожалуйста. Все. Совершенно свободно. Да. Классно. Ой. Впрочем, только темно в какой-то момент. А здесь же освещение было раньше. Из-за ремонта просто, да? Ну ладно. А лифт новый. Ага. Ну и вот, друзья, что мы у Росфото в никакие выставки. Здрасте. Касса. Очень хорошо. Да, знаете, мне нужно идти, поэтому я не могу больше смотреть за вещами. Хорошо? Я думаю, Людмила Ивановна вернется сюда. Конечно. Ну вот, друзья, как бы вход, да, свободный, но. Пойдемте обратно. Щуткин.
пристальным взглядом. Кстати, вот какие-то моржи. Да. Ой, сильно вам тут ничего не показал. Кстати, очень много каминов, вот даже сейчас здесь заставлены. Глазурированная вся эта майолика или прочее хозяйство. Но, друзья, вот такая большая морская 35. Под чутким присмотром охраны дошли до второго этажа, до Росфота. Там выставка платная. Вот. Можно, кстати, зайти здесь во двор, пройтись. Здесь тоже интересно. Раньше, кстати, было открыто. Сейчас закрыли двор. Но я какое-то лето туда захаживал абсолютно свободно. И там дальше вглубь можно было пройти здание по первому этажу. Лепнина. Там олени, моржи, там много чего такого северного. Возможно, это какое-нибудь географическое общество раньше в нем находилось. Так, а давайте доходный дом страхового общества «Россия» в целом. Та-та-та-та-та. Ну, сильно ничего и больше и не пишут про него. Нет и нет. Так, хорошо. Так, дамочка тоже звучит с издевочкой. Видите, вот эти все обращения, они, грубо говоря, и сугубо зависят лишь от вас лично. Если вас это оскорбляет, то это сугубо ваши, проблемы. Ну, вот так я это скажу. В каком-нибудь коллективе это такое шуточное или легкое обращение может быть. Без каких-либо издевок и оскорблений. И вы из такого общества выходите в свет, что называется, и изрекаете из себя, а кто-то прям обижается и в обморок падает. Ну что? Добрый день, куда вам нужно попасть? Мы на Исаакиевской площади. Сейчас находимся у гостиницы Астория. Далее будет Англитер. Ну и сам шикарный Исаакиевский собор. Прикольно, там дым из трубы идет. Возможно, избрали нового папу. Не знаю. Камин у кого-то, а может быть с кухни там жаровня какая-нибудь. Ну и давайте посмотрим поближе на наших коллег-прогульщиков. Вот по колоннаде Исаакиевского собора прогуливаются. Обещали, что вот на ту балюстраду будут пускать. Пока этого не произошло, к сожалению, нашим. Ну, я согласен. Я привожу вам просто пример. Ну, сейчас про маты. Пример, что в жизни оно так может быть, да. Но, к сожалению, наше общество, современное общество, слишком разнородно и слишком разнообразно. Если раньше свет был великородный, и там людей обучали, да, правилам этикета, как себя вести, как себя не вести, то сейчас этого не делают. Соответственно, как на любой работе, прежде чем с работника что-либо спрашивать, ты его научи, да, пусть он тебя распишется, что да, я понял, что надо делать так, а дальше требуй с него выполнения там определенных обязанностей, действий и всего, или не делания.
так и в обществе. Если этому никто не учит, то с чего вы решили, что имеете право требовать с кого-либо там как-то говорить, а как-то не говорить? В обществе, если раньше было что-то принято, то сейчас уже отвергнуто. И в некоторых слоях общества отвергнуто с негодованием. Вот и все. Ой, пахнуло с этими лошадками. Кошмар. Астория, слева Англитер. Англитер. Так. Что еще пишете? Пришли к выводу, что называть красивую женщину и мужчину у нас нет в современном обществе. Нечем, да, называть? Чувак, чувиха тоже кто-то говорит. Ну и это нормально. Но если вы придете в Александринку и какой-нибудь престарелой даме обратитесь: привет, чувиха, почем коньячок? Может вам плюнуть в лицо, а может быть коньячок этим тут нальют. Вообще, как повезет. Но в обморок-то точно, наверное, никто не упадет. Итак, 2 часа с небольшим. Я снова перед вами. Кинотеатр в Англитере закрывают, сделают ремонт и будет принадлежать ресторану «Счастье» рядом. На концепцию показа фильма на языке оригинала хотят оставить. Интересно. Окей. Так, я тут шапкабини поправляем. Хух. Итак, про конкурс я не забыл. У нас заканчиваем сегодняшнюю прогулку. Вот так вот Невским проспектом зигзагами прошлись от площади Восстания практически до Дворцовой, до арки главного штаба. Друзья, не спорьте, все будет хорошо. Так, в чем ты уже экран вымазал? Внимание, конкурс. Конкурс. Кодовое слово 8 марта. Надо будет оставить в комментарии 8 марта прописью или восьмерка цифрой марта. Как-нибудь склонять тоже можно. Я все равно буду комментарии читать глазами, поэтому оцениваться будет все, что содержит 8 марта. Это кодовое слово. Подписаться на канал, поставить лайк этому стриму и написать в комментарии 8 марта. Это всего лишь 3 вещи, которые надо сделать каждому, чтобы выиграть шопер, сумку по-русски, тряпичную, с изображением Петербурга. Вот и все. Это надо сделать на YouTube. Друзья, кто смотрит ВКонтакте, кто смотрит на Рутюбе, это надо сделать на YouTube. Просто переходите и вот эти все 3 действия выполняете. Иван, для тебя специально надо сделать на YouTube. Все. Владимир, и для тебя тоже, для вас всех, друзья, на YouTube. Но если ВКонтакте делаете, это просто не учитывается. Буду выбирать случайным образом среди комментариев на YouTube. Вот и все. Думаю, на сегодня достаточно солнечного Петербурга. Всем спасибо, кто прогулялся. Всем отличного настроения. Всех с 8 марта. И дам, и не дам. Тут сейчас странно. Об этом тоже можно поспорить. Вы нас балуете конкурсами. Миру мир и счастье. Всем. Все, пока. И про донаты можно поддержать. Все ссылочки есть в описании.